Привет, друзья! Это «Кухня наизнанку». Вы, наверное, заметили, что мы очень любим выпечку. Пироги, пирожки, булочки различные. Я и хлеб иногда сама пеку. Не часто, но бывает. И в комментариях я встречаю много вопросов, где и на какое время лучше оставить дрожжевое тесто, чтобы оно хорошо поднялось. Я, конечно, не смогу дать однозначного ответа на этот вопрос, так как в каждом рецепте есть свои тонкости. Но мы попробуем найти место, где нашему тесту будет комфортнее всего. Давно уже известно, что лучшее место для расстойки теста – это там, где тепло и влажно. Температура должна быть около 30 градусов. И мы сегодня проверим несколько таких мест. И начнем с самого теплого. С холодильника. Да, немного отступим от правил и первый кусочек теста отправим на верхнюю полку холодильника. Также воспользуемся обычной духовкой, просто включим в ней лампочку. А в этой духовке подсветка отключается через минуту. Зато есть специальный режим расстойка теста. Установлю температуру 30 градусов и время 40 минут. Время, конечно, будет одинаковым для всех кусочков теста. А в чугунную кастрюлю на печку будем ставить? Моя бабушка так делала. Нет, не будем. Практически тот же эффект можно получить в мультиварке. Выставим минимальную температуру, накроем и оставим также на 40 минут. Я буду использовать программу «Йогурт». Еще один кусочек отправим в микроволновку. Только не туда. Почему? Многие пишут, что ставят тесто в микроволновку и все хорошо. Давай попробуем. На полную мощность. Нет, давай сегодня скромненько. Режим разморозки, думаю, подойдет. И то так, пару минут. И, конечно, один из кусочков теста оставлю просто на столе. И сейчас приготовлю тесто. Возьму свой универсальный рецепт. Из него вкусно получаются и пирожки, и лепешки, и булочки. Можно и в духовке выпекать, и жарить на сковороде. Масло, кстати, это тесто совсем не берет. В общем, любимый мой рецепт, к тому же самый простой. Чтобы быстрее было для замеса, воспользуюсь планетарным миксером. Но, конечно, можно и руками замесить. В чашу миксера я просеяла 5 стаканов муки. Это примерно 700 грамм. Добавляю пакетик сухих дрожжей. Дрожжи беру те, которые сразу в муку добавляются. Перемешиваю хорошо. И теперь пол чайной ложечки соли, 2 столовых ложки сахара, 2-3 столовых ложки растительного масла, без запаха, конечно, и пол-литра теплого молока. Можно вместо молока добавить теплую воду или картофельный отвар. Получится постный вариант теста и не менее вкусно. Устанавливаю чашу и специальную насадку для замеса густого теста. На минимальной скорости начинаю замешивать. Теперь немного увеличиваю скорость. И через 1,5-2 минутки тесто готово. Сейчас будем делить его на 6 частей. Будешь использовать глазомер? Нет, весы. Вот такое тесто у меня получилось. Однородное, к рукам не липнет. Красота. Сколько его тут у нас? 1 и 394. Дели. Легко. На 6 сейчас. Где-то по 230 граммов. Ну а сейчас проверим мой глазомер. Вот примерно вот так. 233. Отлично. Продолжай. Не, это многовато. А теперь маловато. О, теперь отлично. Вообще хорошо. Пойдет. Я горжусь тобой. Так тебе и весы не нужны. Спасибо. Все, 6 одинаковых кусочков плюс-минус 2 грамма. Теперь беру 6 одинаковых мисочек, смазываю маслом и выкладываю кусочки теста. Вот такие колобочки.
Накрывать буду чуть влажными полотенцами. Это в холодильник. Держи. Сейчас поставлю. Это в духовку на специальный режим. Теперь во вторую духовку под лампочку. Четвертый кусочек ставим в мультиварку. Прямо вот так в миске. Выбираю режим йогурт. Здесь минимально у нас 35 градусов. И накрываю. Можно, конечно, в чашу мультиварки выложить тесто, но сегодня не тот случай. Следующий микроволновка. Включаю режим разморозки на 2 минуты. А дальше тесто просто стоит за закрытой дверцей. А этот последний оставляю на столе. В комнате, конечно, не 30 градусов, но и не холодно. Градусов 25 у нас здесь. Может, подогреем немного? Да не нужно, посмотрим, что будет. Сейчас главное не стучать, не кричать и двери и окна не открывать. Ну, я тогда на диване подожду. Я с тобой. Прошло 40 минут. Достаем все. Это из микроволновки, из мультиварки, духовка с лампочкой, духовка со специальным режимом и тесто из холодильника. Полотенце такое холодное. Странно. Снимаем. А это тепленькое прямо. Смотри, какой красивый колобочек. И этот ничего. А этот кажется самым большим. Да, в мультиварке больше всех поднялось. Так температура там была самая высокая. Здесь полотенце прям подсохло. Видишь, с этой стороны хуже поднялось. Ну и то, что оставляли на столе. Да, лучше всего поднялось в мультиварке и в духовке на специальном режиме. В обычной духовке под лампочкой тоже хорошо, смотри. На столе чуть хуже. Видимо, 25 градусов маловато. Но если бы час постоял, наверное, было бы то, что нужно. А вот микроволновка расстроила. С этой стороны поднялось хуже, и какое-то оно суховатое стало сверху. Я же говорил, микроволновка не вариант. Лучше бы ты стиральную машину поставила. Да, соглашусь. Ну, возможно, режим не тот был. Но больше экспериментировать с микроволновкой желания нет. А что с холодненьким? А оно тоже немного поднялось, смотри. Давай мы ему еще немного времени дадим и посмотрим, сколько оно будет подходить в холодильнике. А пока пощупаем. Это из мультиварки. Ну, все супер. Я бы сказала, идеальное место для подъема теста. И духовочка с режимом расстойки тоже то, что нужно. В обычной духовке с лампочкой тоже хорошо подошло. Можно было бы, наверное, немного духовку подогреть перед тем, как поставить в нее тесто. Было бы еще лучше. Ой, сколько сегодня пирожков будет. Да, сейчас будем лепить. Можно оставлять тесто и на столе, но должно быть все же чуть теплее. Летом, например, я всегда на столе оставляю, а вот зимой приходится искать место потеплее. И микроволновка. Думаю, если бы мы просто поставили и не включали никакие режимы, было бы тоже неплохо. Но даже 2 минуты на минимальной мощности все испортили. Несмотря на влажное полотенце, тесто сверху подсохло. Вот даже видно. Нет, не пойдет. Я тут булочки решила испечь. Использовала тесто из мультиварки. Все отлично. Хотела дальше использовать тесто из микроволновки, но не получится. Сверху оно очень сухое, а снизу, наоборот, очень мокрое. Липнуть начало. Смотри. Кошмар. Получается, мы нашли худшее место для теста. Это микроволновка. А что с холодильником? Вот. Прошло еще 1,5 часа. Всего тесто стояло в холодильнике почти 2,5 часа. Ну хорошо, все. Вот я его обмяла. Отличное тесто.
Я на самом деле очень часто использую холодильник для расстойки теста. Рецептом такого теста я уже делилась. Я называю его тесто для ленивых. Ингредиенты практически те же самые, только чуть меньше муки. Я оставлю ссылочку под видео. Там тесто даже вымешивать не нужно. Перемешал, сложил в пакет и в холодильник часа на 3. Можно и сутки в холодильнике хранить. Главное, что это тесто получится даже у тех, кто готовит впервые. Попробуйте этот рецепт. И напишите, куда вы ставите тесто на расстойку. В ваших комментариях всегда нахожу много нового и интересного. Спасибо, что смотрите, доверяете и готовите со мной. Ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.